Всем привет, друзья! Сегодня видео для любителей бумажных моделей. Многие из постоянных зрителей уже эту модель видели на моем канале, но сегодня я хочу более подробно рассказать о сборке модели. Возможно, это пригодится начинающим моделистам. Разработка данной модели от Modeler, наверное, является до сих пор среди моделей тракторов Беларус самой детализированной и интересной в сборке, несмотря на то, что модель сложная. В первоначальном варианте модель трактора я собрал за месяц, не имея большого опыта в сборках бумажных моделей. Соответственно, качество сборки и вид самой модели не особо был смотрибельный, как бы я сказал. Но после того, как я увидал много работ на форумах бумажных моделистов, таких мастеров, как Олег Малиш, Казахстан, посмотрите сами, какое мастерство при сборке моделей. Ее просто невозможно отличить от настоящей. Также хочу показать работу одного из мастеров в бумажном моделизме, Алексея Ктиторова, город Тула. Смотрите сами, что не знавший никогда не поверит, что модель собрана из бумаги. Еще на одной сборке хочу остановиться. Мастер с большой буквы, также Владимир Реутский. Эти все модели, что показал вам, собраны без бумажных шаблонов, просто по фотографиям и своим наработкам. Сами видите, как получается. В общем, есть к чему стремиться. Было решено разобрать полностью модель и начинать сборку как бы заново. Для штоковых гидроцилиндров применил телескопическую антенну подходящего диаметра. Бумажные элементы пропитывал суперклеем. Имейте в виду, что при работе с суперклеем нужно быть очень осторожным ввиду его токсичности. Для рулевого колеса также применил проволоки различных диаметров и изоляцию от скрепки. Нанес капельки клея ПВА. После покраски получилось довольно прикольно. Для сидения тракториста применил обложку из общей тетради черного цвета. Ее как раз таки не пришлось красить. Ну и структура более-менее похожа на дермантин. Для топливного бака и передних колес немножко применил шпаклевку по дереву. Также доработал немного передние колеса. На сборке задних колес хотелось бы остановиться более подробно. Разработчик Александр Лютиков из Волгограда. Снимались размеры с настоящих колес. Сборку колес я бы отнес к сборке самостоятельной модели. На первый взгляд кажется сложно, но довольно интересно. Очень подробная схема сборки. Просто нужно последовательно собирать детали и склеивать. Сложное для начинающих это боковые части без определенных навыков. Их трудно собрать, но в принципе можно. Главное правильно закруглить поверхность. Боковая часть протекторов напечатана на офисной бумаге и пропитана
в цапон лаке. Сами протекторы наклеены на картон 2 слоя для придания толщины протектору. После сборки колеса также пропитаны суперклеем. Но опять же повторяю, работать нужно аккуратно. Думаю, отличие старых колес от новых вам заметны. Грунтовал обычной грунтовкой из баллончика. Здесь ничего сложного нету. Впервые для покраски применил аэрограф. До этого красил кисточкой. Получилось так, как получилось. Но, на мой взгляд, довольно неплохо. Модель окрашивал эмалью PF115. Совсем не модельная окраска, но, в принципе, за неимением другой получилось более-менее. Покрышки окрашивал такой же эмалью, пришлось немножко убирать блеск. Тонировку и эффекты старения, пыль, грязь наносил подручными средствами. Также применялись различные материалы: прозрачный пластик, плотная прозрачная пленка, детали старых автомобильных фонарей разноцветные для светотехники трактора. Чтобы сделать стекла для фар, применил технологию Владимира Реутского. Довольно интересная технология, все не получается про нее подробнее рассказать. Нет возможности. По итогу сборкой модели очень доволен. Сами посмотрите, что получилось.
Ну, передние колеса это родные, там несколько слоев, но правда с применением шпатлевки. Вообще видео отдельное есть о сборке задних колес и полностью о переделке модели. Саму модель я собирал в первоначальном виде. Это самое первое видео на моем канале, как он выглядел раньше. Примерно за месяц собрал. Ну а потом уже через несколько лет, когда набрался опыта, где-то ушло полгода на доработку и привести его в такой вот вид. Для шлангов использовалась проводка от елочных гирлянд китайских. Для штоков цилиндров использовался шток телескопической антенны от маленького приемника. Для окон применил прозрачный пластик тонкий. Уплотнители на окнах также от проводов гирлянды разрезал вдоль и наклеивал. Фары сделаны по технологии Володи Реутского. Казахстану привет, если смотрит. Очень классный моделист, много чему меня научил. Повторители поворотов и габаритные огни со стекол фонарей тракторных делал. О технологии изготовления стекол для фар, я думаю, стоит снять когда-нибудь видео. Очень классная технология. Главное подобрать правильно материал. Конечно, модель собрана давно и уже немножко запылилась, немножко ей поигрались, так что кое-чего отломалось, но в целом-то вид более-менее нормальный. Вот такое сегодня видео. Всем огромное спасибо за просмотр. Оставляйте свое мнение в комментариях. Всем здоровья, удачи. До новых встреч.